Друзья, всем привет! На связи Паша Климик. Мы с вами снова в новом видео на канале, где общаемся про моноколесо и темы, так или иначе связанные с ним. И сегодня тема банальная: скорость автомобиля и скорость моноколеса. В одном из прошлых видео мы с вами затрагивали вопрос V13, Inmotion V13, с ее скоростью, которая планируется 100 км в час или 140 на раскрутке, 143 на раскрутке при поднятии колеса. Но сегодня я хочу затронуть эту тему чуть-чуть с другой стороны. В том видео многие из вас высказались в комментах, кстати, ставлю респект каждому, кто оставляет фидбэк, палец вверх ставит и подписывается на канал. Многие высказались на тему, на какой скорости он катает. И если подсуммировать все, что вы написали, то средняя скорость многих из вас, она колеблется где-то от 25 до 30 км в час. Даже, я бы сказал, возможно, от 20 до 30 км в час. И несмотря на, в принципе, мой подход к передвижению на моноколесе, я, в принципе, могу сказать каждому, кто ездит на такой скорости, слова благодарности. Потому что, как говорят, тише едешь, здоровее будешь. Это относится не только к моноколеснику, но и к окружению, мимо которого он проезжает. Окей. 25-30 км в час, прекрасно. Кто-то катает там 50 км в час, тоже отлично. Но сегодня ролик чуть-чуть о другом. Скорость, в принципе, 50, 70, 100, 150 км в час. Вы знаете, каждый, кто ездил в автомобиле с открытыми окнами, понимает, что на скорости даже уже, ну, не знаю, там 90-100 км в час, там по трассе где-то за городом задувает так, что думаешь, даже в безветренную погоду, что думаешь, что у тебя вылетит с салона там не только бумажные какие-то документы, но и все, что лежит на заднем сиденье. На мотоцикле точно так же, находясь вне металлической оболочки, тоже скорости такие, что при съемке на GoPro ветер гудит с такой силой, что иногда даже вообще ничего не понимаешь, что происходит и что говорит райдер. На моноколесе то же самое, даже в безветренную погоду, а про ветер я вообще уже молчу. Когда райдер едет, когда я еду на той же, допустим, скорости от 40, 45, 50 км в час, ну, честно говоря, знаете, задувает нормально. И к чему это я все говорю? Я говорю к тому, что многие райдеры, ну, не будем скрывать, ну, поправьте меня, опять же, поправьте меня в комментах, если это не так. Многие райдеры, они, покупая моноколесо, они преследуют цель не добраться из точки А в точку Б самым быстрым способом. Они преследуют цель больше фана, больше каких-то покатушек. Не зря в моноколесном сообществе очень часто люди сплочаются и устраивают некие моноколесные покатушки. Так вот, езда на моноколесе в качестве покатушки, да, когда райдер движется просто от нечего делать, чтобы проветрить мозги после рабочего дня, чтобы переключиться с каких-то рутинных сопутствующих дел, чтобы насладиться, не знаю, там, природой, окружением, парком, дорогой, сезоном года, что он, может быть, не хочет делать пешком. Так вот, все эти передвижения, они на скорости 40-50 км в час воспринимаются куда ярче, имеется в виду сама скорость воспринимается куда ярче, куда ощутимее, чем в том же автомобиле на скорости, на той же скорости, да, там на 60 км в час. То есть я к чему? Я к тому, что
Кто-то говорит, нифига себе, 50 км в час, да это ж вообще, это ж безумие. А кто-то говорит, 50 км в час? 50 км в час? Так 50 км в час какой-то скутер едет, просто самый допотопный. То есть разные люди подходят к восприятию скорости в 50 км в час по-разному. Для кого-то это дофига, для кого-то это мало. И по моим ощущениям, вот от человека, который откатал примерно чуть меньше года, по моим ощущениям, та скорость на колесе, которая приравнивается к 50 км в час, на автомобиле такие же ощущения, будут, наверное, лишь на скорости 150 км в час, учитывая закрытые окна, учитывая закрытые двери, учитывая отсутствие сопротивления воздуха и так далее, и так далее. Стоит ли говорить о том, что скорость более мощная, да, более быстрая, чем 50 км в час, 60, 70, 80, 90, 143, она будет восприниматься райдером, уже просто с каким-то колоссальным непониманием, что происходит вокруг. Даже на скорости 50-60 км в час некоторые райдеры перестают слушать, не слушать, а слышать писки колеса, когда вы едете, гудит шум и не смотрите, допустим, в приложение на скорость там, или нет у вас там в шлеме наушников там, или каких-то прибамбасов на кисть. И именно из-за этого происходит некоторые падения, происходит некоторое отключение колес. Из-за того, что на скорости просто звуки перестают как-то восприниматься нашими ушами. В целом это видео из формата не что-то донести, да, а в целом из формата выразить мои мысли, в целом из формата поговорить. Поговорить в комментах и поговорить в диалоге. Все максимально просто. Вопрос к вам, к тем, кто ездит на мотоцикле, к тем, кто ездит на моноколесе, ездил на моноколесе или ездит в автомобиле. Напишите, как у вас обстоят дела с восприятием скорости. Моноколесо 50 км в час соответствует какой скорости на автомобиле, допустим, да? Есть ли смысл увеличивать скорость для моноколеса для того, чтобы не для того, чтобы добраться из точки А в точку Б быстрее, а для того, чтобы получить большее количество адреналина. Или количество адреналина на скорости 50 км в час, когда ветер задувает во все уши, вполне будет достаточным для вас. Вот такое вот незамысловатое видео. Дальше больше в новых видосах. Всем пока.